Знаете, какая самая главная еда в Иране? Это шашлык и рис. Рис в качестве гарнира. Но, впрочем, называть такой рис, как готовят в Иране, просто рисом, неправильно. Это плов. Плов, чаще всего приправленный шафраном. Вот с шафрана все и начнем. Вот он, драгоценный иранский шафран. Дорогой-то он дорогой, но требуется его совсем немного. Буквально несколько тычинок. Чтобы получить хороший настой, я беру щепотку соли и досыпаю к этому шафрану. И теперь его надо растереть в ступке. Вода закипела очень кстати. Буквально 2-3 ложки горячей воды, и настой готов. Пусть постоит, подождет своего часа. Сейчас у нас не менее важная задача. Необходимо правильно посолить рис. Рис я замочил и промыл 800 грамм. Однако соли берется не по количеству риса. Соли используется по количеству воды, в которой будет вариться рис. Здесь примерно 4 литра воды, поэтому я смело насыпаю 4 ложки соли. Итак, рис отваривается в воде, это очень хороший басмати, и я знаю, что вариться он будет минут 8-10. Но всегда есть возможность проверить, насколько готов рис. Чтобы с самого начала рис не осел на дно, не прилип ко дну и не пригорел на дне. Да-да, такое случается. В кастрюле с водой рис пригорает, особенно если риса готовят одновременно очень большое количество. На первом этапе его необходимо помешать. Ну а как рис поплыл свободно, кастрюлю можно прикрыть крышкой и заняться тестом. Тесто я не помню, от чего у меня уже осталось, но годится любое. Из этого теста мы сделаем очень вкусную подкладку под рис. Вот готовили пахлаву, осталось кусочек теста от пахлавы. Очень вкусный казмах получится. Либо тахдик, как говорят в Иране. А казмах это по-азербайджански. Понимаете, кухня, что в Северном Иране, что в Азербайджане, практически одна и та же. Поэтому иранскую кухню я воспринимаю как составную часть родной для меня азербайджанской. Казмах, вот это тесто, я уложу в казан, поэтому я сразу смазываю его обильно маслом. Пусть полежит немного. Мне необходимо подготовить казан. Я использую особый казан, который представляет собой, по сути, скороварку. Да, этот казан поможет нам приготовить отличный рис. И все получится намного быстрее, чем в обычном медном казане. Обычным способом готовят в медном казане, и приходится держать рис, минимум час-полтора, а для больших свадеб держат даже 4 часа. Здесь все произойдет за 20-30 минут. Тесто смазано маслом, как снизу, так и сверху. Все, казан готов к приему риса. Ну а как здесь рис? Давайте проверим. Я обещал вас научить, показать, как проверять готовность риса. Посмотрите. Берете 2-3 рисинки, кладете не на ноготь, а на подушечку пальцев. И другим пальцем точно так же, подушечкой, сдавливаете. Если рис раздавливается под подушечками пальцев, нет, еще не совсем. Но когда он раздавится между 2 пальцев, то рис готов. Можно перелить рис сразу в сито, а можно выгребать его небольшим дуршлагом, давать в воде стечь и перекладывать в другое сито. Этот плов по-азербайджански так и называется – сюзма плов. И это, пожалуй, что самый лучший способ приготовления идеального рассыпчатого риса. Вы посмотрите, как рис увеличился в размерах. Да это просто красавец, а не рис. Хороший рис увеличивается в объеме до 4 раз, а по весу до 3 раз. И чем больше увеличился объем риса, тем больше масла он потребует, чтобы превратиться не просто в вареный рис, а именно в плов. Но с самого начала масло к рису добавлять не надо. Пусть рис пропарится, пусть продышится, пусть из него испарится вся лишняя влага. Утрамбовывать рис в казане не надо. Наоборот, надо встряхивать его, надо, чтобы он ложился как пушинка к пушинке, чтобы между рисинок пару было вольготно гулять. Я хочу сразу предупредить, что специально покупать такой казан для приготовления риса не стоит.
Можно готовить в обычном казане, можно приготовить в медном казане, можно приготовить в обычной кастрюле. И все получится очень хорошо, просто времени уйдет немного дольше, чем в скороварке, либо вот в этом так называемом афганском казане, который стал очень модным, и я не пойму почему. Скороварки известны еще нашим мамам и бабушкам. А если хотите получить еще большее давление и, соответственно, более высокую температуру приготовления жидких блюд внутри, то, может быть, стоит приобрести автоклав. Да, наши автоклавы изготовлены на более высоком техническом уровне. Там есть манометры, есть термометры. Человек может грамотно работать, а не вслепую. И все. Накрываем казан крышкой и плотно его закупориваем. Теперь казан на огонь. Только будьте внимательны, будьте осторожны. После того, как казан нагреется, под него необходимо подставить рассекатель, иначе все пригорит. Меня могут спросить, так зачем же такие сложности? А дело в том, что я не повар, который готовит по раз и навсегда установленным рецептам. Я кулинар, я должен создавать эти рецепты. Я должен вносить в рецепты что-то новое. Традиционно такой рис окрашивают шафраном, да и все. А я задумал окрасить его помимо желтого цвета еще и в цвет зеленый. И для этого я использую хорошо известный что в Иране, что в Азербайджане шпинат и базилик. Шпинат, пожалуй, что самая лучшая зеленая кулинарная краска. А базилик пахнет очень вкусно. Поэтому к этому базилику я добавляю еще итальянский сыр. Пармезан. Ну да, где Иран, где Азербайджан, где Италия? Вы поезжайте в Баку и зайдите в супермаркет. Пармезана сколько угодно. Так почему бы не использовать его в азербайджанской кулинарии? Да здесь этого пармезана понадобится-то, господи боже мой, грамм 20 или 30. Просто для вкуса. И точно так же для вкуса, для особого иранского, азербайджанского вкуса я беру не кедровые орешки. Я беру другие орешки, которые очень хорошо известны и которые любимы в Иране. Это зеленые фисташки. Ко всему этому богатству необходимо добавить немного оливкового масла. Ну, самого лучшего продукта. Да вот так, 2-3 ложечки и достаточно. И все, включаем блендер. Чувствую, что казан уже изрядно нагрелся. Пора подставить рассекатель. Вот так. Теперь ничего не пригорит. Ну вот и все. Потрясающая, самая ароматная, самая вкусная в мире зеленая краска готова. Ну-ка, проверим. Ого! Да все, выходит чистый пар, следовательно, рис готов. Снимаем казан. В такого рода устройствах создается повышенное давление. Следовательно, и температура приготовления выше. И эта повышенная температура показана рису. Рис получается на удивление рассыпчатым. Откладываем немного риса, который мы используем для украшения. Вот этот рис мы будем окрашивать шафраном. Посмотрите, рис как пух сыпется, рисинка к рисинке. И вторую косу, которую будем окрашивать в зеленый цвет. А вот оставшийся рис пропитываем маслом. Плов – это рис, приготовленный в 2 этапа. Сначала в воде, а потом на пару и непременно пропитанный маслом. Вот что такое плов, а не мясо, морковка, чеснок и что угодно еще. Не бывает плова без масла, без риса и без воды. Это 3 главных ингредиента плова. Укроем топленое масло еще очень горячим рисом, и пусть оно растает, пусть пропитает рис. Рис сейчас наилучшим образом готов к встрече с маслом. Ну а казан можно убрать в сторонку. Не обязательно ставить на огонь, пусть просто постоит минут 5 или 6, пока внутри него происходит вот это волшебство. Рис превращается в плов. Но здесь на столе у нас будет происходить таинство не меньшее. Рис встречается с шафраном.
и аромат. Волшебный аромат. Так пахнут богатые, успешные дома на Востоке, где люди умеют трудиться и знают, как вкусно покушать. А во вторую часть риса, предназначенную для украшения, мы добавляем наше песто. Фисташковое песто. Внимание! Премьера! Но из этой косы пахнет просто поразительно. Господи, неужели же это я первым придумал песто с фисташками? Не знаю. А какая разница? Самое главное, что получается очень красиво и очень вкусно. Я хочу попробовать. Это восхитительно. Все готово. Можно подавать. Можно подавать плов на прекрасном керамическом блюде. Ну вот и все. Нет у меня больше терпения. Кончилось. Однако кто теперь скажет, что это просто еда? Обычный рис. Кто так скажет, у того сердца нет. А у меня сердце есть. Пойдемте скорее шашлык пробовать. Приятного вам аппетита!